Приветствую вас на своем канале. С вами Наталья. Сегодня готовлю ароматную домашнюю пиццу с лисичками, с тонкой основой, сочной грибной начинкой и золотистой сырной корочкой. В сезон лесных грибов такой рецепт особенно хорош. Простые продукты прекрасно сочетаются и позволяют сохранить естественный вкус лисичек. Если любите сезонные блюда с грибами, этот рецепт точно стоит попробовать. Начнем с теста. В теплую воду добавляю сахар, соль и свежие прессованные дрожжи. Хорошо размешиваю, чтобы дрожжи полностью растворились. В миску всыпаю просеянную муку. Количество муки может немного отличаться, потому что она у всех разная по влажности и содержанию клейковины. Поэтому последнюю часть муки лучше добавлять постепенно. Вливаю жидкие ингредиенты и хорошо перемешиваю. Добавляю столовую ложку подсолнечного масла и замешиваю мягкое эластичное тесто. Сначала в миске, далее перекладываю на коврик. Продолжаю вымешивать. Тесто должно стать гладким, хорошо собираться в шар и почти не липнуть к рукам. Слишком плотным делать его не стоит, тогда основа получится более легкой и воздушной. Перекладываю тесто в миску, накрываю и оставляю в теплом месте примерно на час. Вторую половину убираю в холодильник. На следующий день из второй части приготовлю вторую пиццу. На нашем канале уже есть видео приготовления пиццы с колбасой, с курочкой и с ананасом. Ссылка появится в правом верхнем углу. А пока тесто подходит, займемся лисичками. Их нужно хорошо очистить от лесного мусора и тщательно промыть. Так как у меня лисички молоденькие, я разрезаю их на 2 части, а те, которые очень большие, на 4. Самые маленькие оставляю целиком. После этого отправляю грибы на хорошо разогретую сковороду. Я всегда сначала обжариваю только лисички, они содержат довольно много влаги, и сначала ее нужно полностью выпарить. Только после этого добавляю немного растительного масла и репчатый лук. Если положить лук сразу, он будет не жариться, а скорее тушиться в грибном соке, и вкус получится совсем другим. Когда жидкость испарилась, лисички начинают слегка подрумяниваться, а затем уже вместе с луком приобретают очень приятный аромат. Добавляю соль и перец по вкусу. Даю начинке немного остыть. Для соуса я смешиваю томатную пасту, майонез и сметану. Такой соус получается более насыщенным, чем если использовать только сметану, но при этом не перебивает вкус грибов. Мне нравится именно это сочетание, особенно для пиццы с лисичками. Добавляю соль, сахар, смесь трав и перец по вкусу. Все перемешиваю и даю соусу настояться. Через час тесто хорошо увеличилось в объеме. Перекладываю его на коврик, слегка обминаю и даю отдохнуть в течение 10 минут. За это время клейковина расслабится и тесто будет легко раскатывать, оно не будет сжиматься. Далее раскатываю тесто и перекладываю его на противень, застеленный пергаментной бумагой. Смазываем основу соусом и выкладываем грибную начинку. Далее распределяем сыр. Сыр сегодня у меня гауда. Он хорошо плавится, дает красивую румяную корочку и отлично подходит для домашней пиццы. Делается быстро, поэтому можно сразу разогревать духовку до температуры 220 градусов. Выпекается пицца на верхнем уровне в моей газовой духовке с нижним подогревом 10-12 минут. Пицца с лисичками готова. Достаю ее из духовки, даю немного остыть
Перекладываю на блюдо, разрезаю и можно угощаться. Такая пицца получается ароматной, с насыщенным грибным вкусом и аппетитной сырной корочкой. Надеюсь, рецепт вам понравился и вы приготовите его, пока сезон лисичек еще продолжается. Всю информацию о рецепте вы найдете, как всегда, в инфобоксе под видео. Ну а я благодарю вас за просмотр, желаю вам всего доброго и до новых вкусных встреч!